Привет, друзья! Мы продолжаем обзор стройки. Сейчас мы уже завершаем черновой этап, переходим к чистовому. Обзор мы будем вести вместе с Русланом, нашим строителем, и расскажем вам все тонкости, которые отличают качественный ремонт от некачественного. Сегодня мы вам расскажем о том, как сделаны потолки, какие были сложности с нишами, расскажем о подготовке под малярные работы, о нюансах скрытых плинтусов, также о дверных коробках скрытого монтажа. Поделимся, каким образом мы делаем радиусы из плитки, в том числе на подобие ванны, которая есть на данном объекте. Расскажем нюансы малярных работ, про сроки, поговорим о стоимости. Ну и, конечно же, ответим на все ваши вопросы с предыдущего ролика. Будет очень много нюансов, которые вы можете использовать в своих ремонтах или чтобы следить за вашими строителями, чтобы они все правильно делали. Мы очень хотим, чтобы наши выпуски были максимально полезны и интересны для вас, поэтому давайте вместе создавать контент, пишите ваши вопросы, хвалите нас обязательно, ругайте, задавайте сложные и неудобные вопросы, на которые мы будем обязательно вам отвечать в комментариях. И самые яркие и интересные вопросы мы включим в следующий выпуск. Мы начинаем обзор с основного помещения, кухни-гостиной. Что здесь произошло с прошлого выпуска? Ну, как минимум, подготовлена плитка в кухонную зону, собраны все короба, ниши, также зашит потолок, закончена работа с вытяжной вентиляцией и закончена работа с подготовками треков. То есть все в гипсокартоне у нас на сегодняшний день, черновые работы такие закончены, электрика вся проложена, сантехника вся проложена, сделаны крайние замеры для изготовления кухни. Ну и обильно идет этап подготовки к малярным работам. Я веду здесь надзор и просто хотел этот важный момент, с которым мы очень сильно боролись. Помнишь, здесь заказная кухня, и нам нужно было идеально подобрать размер, чтобы плитка, край плитки совпал с краем кухни. И там нужно до миллиметра, чтобы ничто не торчало ни туда, ни сюда. И это был прям болезненный момент, потому что там что-то дорабатывается, меняется. Когда же у нас будет финальный чертеж, кто-то кого-то гонит. Мне звонят со стройки: давай, Саша, нужно уже плитку класть, дай нам финальный размер. То есть это прям такая стрессовая история. Но если про это не думать, то в итоге у вас будет потом шляпа. Поэтому сделали плитку чуть-чуть даже опережая вперед, аккуратно ее укрыли, защитили. Сейчас ее не видно, она под арголитом. Но в день замера, естественно, все было открыто, короба были закончены, пришли производители кухни, померили все и с нормальными размерами ушли изготавливать кухню. Главный поинт, о котором я хотел сказать, что нельзя это на самотек пускать. Это все нужно жестко контролировать, к сожалению. 100%, ни в коем случае, потому что от этого зависит все дальнейшие работы. Если, как я люблю говорить, первая пуговица застегнута неправильно, то все остальные пуговицы автоматически будут застегнуты неправильно. А поскольку у нас все это зашивается, шпаклюется маляркой, покрывается краской, да, это же все разбирать достаточно проблематично. Это не конструктор, а все-таки готовые уже изделия. Для меня, на самом деле, вот этот элемент самый сложный. Почему? Потому что это ТВ-стена, здесь будет висеть огромный телевизор, она будет декорирована плиткой, латунными профилями. Я могу вот так показать, как это будет выглядеть. И каждый раз это задача, потому что все телевизоры разные, у всех разные крепления, и вот это всегда камень преткновения. Потому что я всегда говорю заказчикам: купите, пожалуйста, телевизор прямо сейчас, хотя он говорит: ремонт же еще только вообще идет, какой телевизор? Вот невозможно сделать эту стену, не имея финального телевизора и финального кронштейна. Нет ничего ужаснее, чем торчащий вот такой на кронштейне телевизор. Когда смотришь, там провода какие-то вот и ужасные. Потому что здесь проходная зона, это все будет видно. То есть телек должен быть максимально прижат. Да, и чтобы это реализовать, сзади у телевизора есть все гнезда, в которые вставляется там интернет-провод и прочие, тот же кабель питания. И у модели телевизора, который выбран сюда, даже не модели, а у фирмы, у них у всех идет сзади такая часть, где блок, в который входят все провода. Поэтому мы утопили максимально розеточную часть. Это давно никому не секрет, многие это применяют. Мы здесь то же самое это исполнили, для того, чтобы можно было максимально прижать телевизор. Но помимо этого у нас здесь еще идет плитка, подсветка и достаточно красивая такая ярко выраженная зона, дизайнерский элемент. Руслан, я вижу кабель-канал, куда он уходит, непонятно.
Кабель-канал на самом деле идет вниз, и внизу есть еще одна группа розеток. Ну, к примеру, у нас там тумба, на тумбе условно там пускай будет Sony PlayStation консоль, либо усилители звука. И чтобы у нас не шли провода вот так вот с соплями по стене, мы сделали внутренний кабель-канал, в него спокойно пролезает и HDMI, и другие провода. В зоне консоли это все аккуратно вылезает, соединяется, и у нас симпатично все это работает, взаимодействует, при этом аккуратненько под телевизором ничего не висит. Наверное, вставим картиночку, когда весь телевизор на проводах, некий взорванный космолет. Вот. Здесь будет все эстетично, аккуратно. Тепло концепт. Мебель вне времени. Изготовленная из качественных материалов мастерами своего дела. Нас вдохновляет природа, ее первозданный образ, воплощение и формы. Тепло концепт. Мебель, созданная людьми для людей. Это даже не вопрос, это немножко тут болью с нами поделились. Ох, с каким трудом мне досталась эта электрика. Поссорилась с дизайнером из-за этого. Ее достало, что мне было трудно согласовывать все эти выключатели, переключатели и так далее. Светодизайн добивал в шоуруме, замучили продавцов вопросами про расчеты освещения. Не нашла тех, кто сделает отдельный проект электрики и освещения. Товарищи дизайнеры, вот как вы по поставщикам будете заказчикам? Также нужно и водить к тем, кто сделает специализированные проекты. Но хоть с вентиляцией мне повезло, прораб нашел. Ну, я не знаю, мы работаем, когда у нас серьезный проект, мы не делаем отдельно свет, там отдельно электрику, мы все делаем у одного поставщика, и он же нам помогает при необходимости сделать проект электрики. Мне кажется, чем крупнее квартира, тем важнее иметь вот этот проект, где будет рассчитано количество проводов, электрики, сечения, блоки. Ну, мы так и делаем на одном из с тобой объектов еще, который у нас нельзя афишировать, потому что пожелал заказчик остаться инкогнито. Тем не менее, там сделан и проект ЭОМ по электрике, и светотехнический проект. Ну, это не проблема, вы озвучиваете свои пожелания, дизайнеры к вам прислушаются. Я думаю, что да, просто, может, не все дизайнеры этим пользуются, но, мне кажется, все, кто работает с серьезными проектами, они не могут с этим не сталкиваться. Конечно. И всегда будут вам это рекомендовать. Просто многие думают, что проект электрики равно дизайн проекта, они должны в него входить. Дизайнер, он не электрик, у него нету образования электрика, у него нету лицензии электрика, да, это вообще не его история. То есть проект электрики делается на основе дизайн-проекта специализированным человеком, отвечающим своей лицензией, и по нему уже дальше делается монтаж. Просто нужно понимать, что есть дизайн-проект, а есть технический проект, они друг от друга отличаются. И, в принципе, опытные дизайнеры подскажут вам, как решить этот вопрос, где его заказать. Супер классный выпуск. У меня остался только один вопрос про штрабление стен. С 2019 года в Москве запретили штробить несущие стены для электропроводки и тем более для сантехнических труб. Что вы думаете по этому поводу? Ну, наверное, запретили. Хочется просто уточнить, в чем сам вопрос-то. Ну, не нужно штробить несущие стены, смотря на сколько, опять же. Где-то, если нужно там сантиметр подштробить, да, ну, иногда это можно применить, но нельзя ни в коем случае перерезать арматуру. То есть, если вам нужно совсем немного от бетонной стены, ну, возьмите, проштробите. Опять же, если мы говорим о проходке какой-то, да, там отверстие бурим, если она большое, ну, можно ставить металлические гильзы, которые защищают тоже от искажений различных. Ну, а так у нас мы штробим в основном штукатурку свою же, которую мы отштукатурим. Обычно просто это еще касается даже именно горизонтальных штроб. Я знаю, что горизонтально вообще вот строго-настрого всегда было запрещено, про вертикальное было меньше вопросов. Еще я слышал, что внешний слой монолита, он как запаивает, да, внутренний и является такой защитной как бы скорлупой. То есть просто обо всем этом нужно знать, и со всем этим можно работать. Но если вы не хотите рисковать, и я всегда всем говорю, что лучше на самом деле не трогать монолит, всегда можно нарастить, обойти, придумать решение
Всегда можно заказать проект у проектировщика, который вам спроектирует правильное там усиление конструкции, как это все можно, все это можно согласовать. Конечно, не надо заниматься самодеятельностью. Да, конечно, нет. В основном лучше не трогать бетон от слова совсем. За исключением там, ну вот прям минимального какого-то там, опять же, правильно вообще не трогать бетон. Руслан, у нас довольно сложный потолок, скомпонованный. Я вижу, что весь гипсокартон расшит, есть встроенные профиля. Скажи, пожалуйста, про какие-то технические особенности, как это все устраивалось. Потолок достаточно сложный тем, что у него есть и трековое освещение, которое монтируется в каркас потолка, там подготовка должна быть каркасов правильно выполнена. А также у нас еще есть подсветка боковая, она тоже из готовых каркасов, фергипсовских. Это позволяет делать определенную толщину, желаемую по дизайн-проекту, и не нужно обрабатывать маляркой вон те концы. Это в основном это хорошо там, где, допустим, на стене зеркала, либо глянцевая поверхность, в которой отражается та часть, где сами светильники. Если мы обратим внимание на них, то у них аккуратненько все сделано, они уже готовы, скомпонованные вещи, благодаря которым вот в отражении мы видим аккуратный законченный узел. При таком потолке соблюсти все технологии, это от того, как собран каркас, как сделаны правильно подвесы и как перевязан гипсокартон, потому что в будущем будут ли трещины потолка или нет, как раз таки зависит от этих всех нюансов. У меня просто на днях заказчики спрашивали, там очень дорогой объект, они говорят, ну как же гипсокартон на потолке, он же весь волной пойдет, нас все пугают. Я говорю, ну смотря кто вам будет делать, это же важно. Да, ну, во-первых, смотря кто будет делать, а во-вторых, все зависит от размеров помещения. То есть, если помещение прям очень большое, ну, один потолок вот цельный делать нежелательно. И лучше его либо разрывать, либо вообще использовать натяжной потолок. То есть, это тоже достаточно хорошее решение, потому что на определенной длине каркас начинает сильно вести. Его нужно разрывать, как, в принципе, вот стяжку разрывают, делают технический зазор. Это видовая стена гостиной, и у нас здесь будут такие красивые гипсовые капельки. Я вижу, вы тоже уже подготовили под них вырезы. Что это за ниши? Ну, для того, чтобы зрителям было понятно, что это будет, пожалуйста, сделай вот так. И здесь ниши будут под гипсовые светильники. То есть в плоскость стены будет утапливаться такая ямка, из которой будет светиться подсветка. В общем, будет красиво, симпатично сделано. То есть встраиваются специально уже гипсовые готовые блоки. Потом они малярятся все, и получается как будто бы такая монолитная часть стены, а в ней есть откуда-то свет. Очень красиво. И обратите внимание, что это делается на черновом этапе. Потом это уже будет не сделать. То есть, думаю, что следующий выпуск будет уже вообще в другой квартире совершенно. Она будет вообще по-другому уже выглядеть. Здесь Конечно. столько всего появится, еще даже до чистовых материалов, ну, до мебели, до всего. Здесь появится очень много всего красивого. Я думаю, что вы не узнаете вообще это пространство. Руслан, расскажи про инженерные системы кухни. Что есть такого интересного? В целом, наверное, хочется для зрителей наших сказать, какие нюансы нужно обязательно учитывать, потому что часто всплывают эти вопросы уже в конце ремонта. Это, например, тот же ледогенератор. К нему, к холодильнику нужна подача воды. Важно на стадии проектирования определиться с холодильником, какой он будет ли в нем ледогенератор или нет. Точно так же немаловажно, например, со шторами определиться, если они будут с управления, с ручного в плане нажатия клавиши или с пульта, под них тоже нужно заранее прокладывать провода. Да, я как раз хотел сказать, что мы сюда специально вызывали специалистов по шторам. Мы им отправляли кнопку отсюда, данные именно электрики, чтобы они проверили, как она работает с их системой, потому что оказалось, что там итальянские, европейские производители вообще мало с чем работают вместе с кнопками. С китайцами проще. Вот, то есть мы проверили, все работает, и значит, что эта система будет работать. Плюс они еще приезжали, показывали, где конкретно сделать выводы под шторы, чтобы это все потом уже не вылезло. А про технику для кухни, конечно, я всегда заказчиков прошу выбрать ее вообще в самом начале ремонта. Вот, то есть только вы начинаете ремонт, обязательно покупайте технику. Во-первых, она может исчезнуть, она может быть снята с производства, что-то может поменяться. Под нее вам уже будет, с учетом этой техники, вам будут проектировать кухню.
и потом уже мы получим четкий размер, который совпадет с той же плиткой. То есть это все очень завязано, и техника это очень, на самом деле, большой объем по бюджету, и, конечно, ее лучше сразу покупать. Отличаться она может и на полсантиметра, и уже из-за этого клиент может столкнуться с проблемами в поисках аналога какого-то, который один в один встанет в подготовленную, уже смонтированную мебель. Хотел еще осветить одну проблему, с которой постоянно сталкиваются дизайнеры, когда что-то куда-то не влезает. Вот мы сейчас заказываем диван вот в эту нишу между колонной и стеной. Диван итальянский, он будет ехать к нам там 4-5 месяцев, вот дорогущий. И будет очень грустно, если он приедет и не влезет в эту нишу. Мы померили запас, у нас запас всего 3 сантиметра, стена нарастет еще на 1,5 сантиметра стеновых панелей, поэтому я сейчас 10 раз промерял, чтобы потом не было конфузных ситуаций. Обязательно, если у вас есть какая-то дизайнерская мебель, которая будет вставляться в нишу, обязательно 10 раз проверьте этот размер, чтобы потом не было неприятных ситуаций и диван не поехал к вам на дачу. Обратите внимание, что гипсокартон не доходит до пола. Здесь у нас специальная ниша, которая будет заполняться гипсовыми такими рельефными панелями. И вместе это будет смотреться вот так. Я подготовил специальный чек-лист из 20 приемов, как усложнить и сделать ваш дизайн-проект, ваш ремонт более интересным, более дизайнерским и уникальным. Там список из 20 простых решений и как их можно усложнить и сделать интересней. Переходите по ссылочке в мой телеграм-канал, регистрируйтесь, подписывайтесь и скачивайте этот чек-лист. И я думаю, что ваши ремонты будут гораздо интереснее, креативнее и гораздо круче смотреться. Следующее помещение — это детская ванная комната. Она мне очень нравится именно по пространству. И, наверное, главный элемент — это вот эта закругленная ванна, зашитая фартуком, но она же в плитке. Как мы будем ее зашивать? Зашивать будем следующим образом. Гипсокартон, как видно, уже подготовлен. Он нарезается сечениями и загибается под радиус. Сюда подобрана плитка, которая сделана на сетке, и она, видите, может, даже можно плитку свернуть в трубу. Оно в аккурат вот так вот все обойдет и будет очень симпатично смотреться. Вот именно с такими историями мы просто сталкивались один раз. Когда радиус очень маленький, то швы получаются просто колоссальные, их нужно затирать, и это просто будет тупо некрасиво. И такая же история, когда у вас обратный радиус, такие тоже бывают, швов вообще нет. Это прям такая себе история, то есть она может даже лопнуть. То есть, когда вы такие решения придумываете, то думайте именно о радиусах. И об обратных, и наружных они должны быть правильные. То есть, и хотя бы, если радиус будет меняться, то и швы будут меняться. Это будет просто некрасиво. Совершенно верно. Вещь такая неочевидная, но о ней нужно помнить. Хочу сказать, что наши дизайнеры на самом деле очень молодцы. Позаботились о молодой маме, а у нас у заказчиков молодая мама, у них маленький ребенок, и сделали нишу для ног. То есть, если ее нет, то приходится за счет длины ног стоять чуть-чуть, не приблизившись к ванне, а это большая нагрузка на поясничную часть. Поэтому, когда есть ниша, ногами можно зайти туда поближе, и ребенка мыть гораздо удобнее. Таким образом, нагрузка с поясницы снимается. Мелочь, но все-таки все познается в деталях. Берегите свое здоровье. Ну, все у нас углы под 45 градусов, запилены и сформирован идеальный угол. Дело в том, что у нас комбинированная плитка, здесь она среднего формата, а наверху более маленький формат, и она рельефная. Все это нужно было объединить в одни углы, в одну плоскость. Вопрос, вы это пилили по месту или отвозили куда-то? Нет, мы на Гидроверс вообще не возим, даже крупный формат мы пилим по месту. Многие задаются вопросом, как это делается. Многие, конечно же, профессионалы сейчас скажут, да, мы там тоже все это делаем. Понятно, но очень много людей, которые в этом не разбираются в принципе. И да, ну, мы просто экономим для клиента и для себя время, для клиента деньги, потому что отвезти — это риски побить плитку, пока мы ее везем, если мы ее где-то разобьем. Как же риски, что она лопнет? Тут, когда у человека рука, она как станок, уложенная плитки, там, не знаю, тысячи километров, рука настолько крепкая, она держит болгарку точно так же, как и машина. Наши терминаторы нарезают аккуратно. У меня папа профессиональный фотограф, свадебный, он там много-много лет работал, и даже не про свадьбы дело, он фотографировал хирургов, врачей, военных хирургов.
Он говорит, что ты их ставишь вот в любую позу, он может стоять так час, он вообще не шелохнется. Я думаю, что ваши ребята тоже. Ну, конечно, у них встроены экзоскелеты просто, вот и все. Это такой секрет. Короче, все делается по месту болгаркой, да, я понимаю, ручная работа. Да, ну есть специальные насадки на Черепашки болгарке, черепашки, которые подшлифовывают. Не обидится на меня никто. Вот так вот это все выглядит. Для того, чтобы была плитка идеальная, используются специальные материалы. Вместо крестиков. Ну да, вместо стандартных крестиков, вот система СВП, это тоненькие штучки такие, которые вставляются. Она и в плоскость сразу же выравнивает, и по всем ее параметрам, все швы аккуратненькие. Здесь у нас будет зеркало, да, я понимаю, здесь оставлена ниша без плитки, а здесь ниша у нас под полочки. И мы сейчас обсуждали с заказчиками, что сюда встраивать. То есть первый вариант это будет ниша с полками из акрила. Но это довольно такой золотая вещь, она довольно дорого стоит, потому что вы покупаете не две полочки, а вы можете купить только целый большой лист и из него уже нарезать что-то. То есть, к сожалению, если вам нужны две полки, вы все равно покупаете целый лист. То есть, это довольно дорогое решение. Второй вариант это делать из ЛДСП, который будет хорошо герметизировано, чтобы его не разорвало потом от влажности. Но это уже конечно, на откуп мебельщикам, насколько они будут за это отвечать, потому что это такое сложное решение. Кто-то делает из МДФ, которое более герметичное, то есть есть разные подходы к этим полкам. Конечно, в конце концов можно из стекла делать полочки, но это просто не очень будет эстетично. Скажите, как правильно рассчитать затраты на ремонт? Предстоит брать кредит. Строители озвучивали стоимость ремонтных работ предчистовой. Как суммировать со стоимостью стройматериалов? Ну, во-первых, это нужно просто-напросто достаточно тогда подробный дизайн-проект делать, и по дизайн-проекту считается смета. Мы считаем сметы достаточно подробные. У нас там на 100 квадратных метров 10 страниц сметы идут, там все подробно расписано. Также мы считаем материалы там, в плюс-минус 10-15%. Но, опять же, никто не может гарантировать, что цены на материалы не изменятся, как было там подорожание в определенное время, там того же, все, что связано с деревяшкой, цены подскочили в моменте очень в 4 раза дороже, как сейчас помню еще. Там, с Петровича скриншоты были у поставщика, насколько росла цена, опять же упиралась в производителя. Поэтому, если мы берем какой-то отрезок времени, когда нету скачков, перепадов резких цен, считается смета. И... Сначала вы делаете дизайн-проект, подробный дизайн-проект, по нему считается смета, и желательно это не за метр квадратный, а прям подробная смета, где все будет расписано. Да, совершенно верно. Ни в коем случае просто не нужно получать от строителей смету, где написано монтаж сантехники 300 тысяч рублей. Что туда входит, никому не понятно. 3 трубы сделали, вы хотели там смеситель, это еще, к примеру, нет дизайн-проекта, и тогда вот еще сумма. Тогда у вас все непонятно. Но тогда, как в нашем случае, про подробные сметы, здесь становится все понятно и предсказуемо. Я считаю, что кредит тоже такая рисковая история. Мне несколько раз говорили, вот у меня одноклассник делал ремонт, он говорит, я все проклял, что делал кредит, что мне не хватило денег в какой-то момент. И все остановилось, просто замерло, и было так не очень хорошо на самом деле. Конечно, нужен запас какой-то денежный при делании ремонта, и потому что... и не растягивать его желательно. То есть... Конечно, во времени, и не менять свои принятые решения ранее. То есть, если вы в дизайн-проекте вместо ламината вдруг захотели паркет, еще и там в нем какую-нибудь розу врезать, или вместо обычной плитки вы решили купить там кварцит, горный хрусталь, конечно, вам денег может не хватить. Но вряд ли кто захочет кварцит, будет брать деньги в кредит на ремонт. Клеить гипсокартон на стены без железа. Потому что такой план. За гипсокартоном должен проходить провода, за гипсокартоном должны какие-то быть системы. Достаточно, где-то нужен определенный набор толщины изделия. Шумоизоляция там прокладывается. Где-то шумоизоляция прокладывается. А где-то, пожалуйста, у нас гипсокартон приклеен к стене. Но... Очень часто, чтобы набрать просто толщину, просто клеят его и все. Это можно сделать. И разные есть технологии. Откройте, пожалуйста, КНАУФ, посмотрите, там есть достаточно много разных
способов монтажа гипсокартона, как деревянный каркас, так и металлический каркас, так и приклеивается гипсокартон, и приклеивается он даже в разных пропорциях. Руслан, два главных вопроса, которые нам всегда задают заказчики на первой встрече. Первый, сколько это будет все стоить, об этом мы в конце расскажем, сколько это все стоило. И второй вопрос, какие сроки? Расскажи, почему здесь такие довольно длинные сроки, там 10-12 месяцев, да, получается? Почему это не стандартный ремонт за 4 месяца, когда все быстро делают? В чем разница вот этого всего дела? Ну, во-первых, очень много сложных достаточно элементов, которые нужно соблюсти. Вот, да, вот на примере этого угла мы как будто знали, куда шли. Вот это вискозный уголок наружный, его нужно приклеить. Точно так же мы клеим, по крайней мере, еще и внутренние уголки. Вот здесь это видно. Клеятся внутренние уголки. Немногие вообще, в принципе, это делают. Да. Если помнишь, может быть, как-то раньше там на объектах приклеивали металлический уголок, степлером его зафигачили и типа отшпаклевали и все. То на сегодняшний день так не делают. Мы делаем вискозный. Это что, во-первых, плюсы его. Если ударить в этот уголок вот здесь, он локально, вот вместо вмятины здесь у него и будет. Ее чуть-чуть подшпаклевали, отшлифовали, подкрасили. Если краска хорошая, даже и будет незаметно. В случае металлического уголка мы бьем в одно место, а он металлический, ему деваться некуда. Он на полметра вырывается. Ну, играет. Я думаю, что ты замечал, когда на объектах, где такие уголки, идет удар, там уголок прям вот почему-то вот такой вот дугой от стены отстреливает. Ну, в общем, из-за металла, да, он бьется и отстреливается весь от стены. Его локально уже не восстановить, надо переделывать весь угол от пола до потолка. Ну, а к срокам возвращаясь, да, это внутренние углы, которые все, идет подготовка. То есть мы не можем себе позволить, например, гипсокартон тоже, его бывает там, и когда ты его сделаешь, влажность в помещении добавляется при малярке, гипсокартон немножко доведет. Вот его нужно везде протянуть, все подготовить для того, чтобы была идеальная отделка. Это все занимает достаточно много времени. Если мы вернемся немножечко назад, то у нас на квартире идут плинтуса скрытого монтажа, к примеру. Да? Для того, чтобы их красиво и аккуратно смонтировать, у нас также плоскость стен должна быть подготовлена. Дальше мы монтируем эти плинтуса. У нас буквально, вы просто представьте, 1 миллиметр от плоскости стены по всей квартире плинтуса он должен выступать. Если где-то отклонение больше, чем на 1 миллиметр, это уже будет заметно, потому что металлическая вставка под плинтус, она же, ну, ты ее же не сделаешь дугой, как у тебя стена идет, она идеально ровная. Ну, мне еще жаловались очень строители, что есть же два типа сейчас модных современных плинтусов. Это теневые парящие плинтуса и встроенные плинтуса, как здесь. Да. И вот с встроенными гораздо больше геморроя, потому что стены, ну, они должны быть просто идеальные, как зеркало, потому что любое небольшое отклонение у вас плинтус сразу будет видно вот эту волну, да. То есть, если теневой плинтус еще можно как-то подшпатлевать, да, там аккуратненько, что-то там тень там сыграла, то с этим плинтусом ничего не получится, он готовый, прямой. Да, и идея должна быть такая, вот есть выступающая часть коробок, вот если присмотреться отсюда, то мы здесь видим сейчас там 2,5 миллиметра где-то, после шпаклевки малярки останется там где-то как раз таки миллиметр. И выступ коробки, он пойдет переливаться в часть плинтуса, вот разделяющую деревяшку и сам металл в каркас плинтуса, который выступать будет за стенку 1 миллиметр. Козыречек такой. У меня дома маляры хотели замазать этот вот торец металлический. Говорят, мы так всегда делаем, его нужно замазать, короче. Не, он по-разному делается. Здесь мне вот нравится вот это разделение красивое, да, вот металл, который разделяет стену, краску, и вот это. Они хотели просто убрать это все, и было бы так, ну, не знаю. Вопрос, я слышал, что бывают два подхода к уголкам. Кто-то их делает прям острыми, а кто-то, наоборот, их немножко стачивает, чтобы они были такие немножко скругленные. Что ты про это думаешь? Да, я делаю острые везде. Да. Вопрос такой, как бы, не знаю, мне везде нравится, когда все прям четко, остренько, симпатично. Закругленный, но его тоже нужно сделать там от пола до потолка, идеально одинаково закругленный. И возвращаясь вообще к срокам, да, и почему так долго. Сложные элементы на потолке, которые идут, также трековые светильники, которые мы там видели, здесь они уже вот как раз заделаны, в них вот защитная пленочка там стоит поролоновая, она, и потом еще скотч специальный проклеен, деликатный, который защищает от всего.
Все это нужно вывести, подготовить, сделать так, чтобы не было пыли и грязи, чтобы плиточка вся идеально. Ну, реально на это нужно время. Обычно, если ремонт недорогой, на это все забивают, мне кажется. Ну, конечно, люди об этом просто... За это нужно платить все равно в любом Естественно, это трудочасы. Здесь нет такого, что как-то разрыв между зарплатами мастеров и там организация, раз она модная такая, значит, вот метр квадратный там сколько стоит, собственно, кладет себе там миллионы в карман. Да, далеко это не так. Иногда даже на эконом-ремонтах маржа больше, нежели там в премиум-сегменте. Потому что людей профессиональных им нужно действительно платить. У нас, я считаю, работают одни из лучших мастеров в городе. И у них есть свои требования по зарплатам, они приходят и работают и делают свою работу хорошо и качественно. Для того, чтобы выдерживать качество работ, естественно, нужно работать с профессионалом. Это стоит денег. Я хочу об этом выпуск записать, скоро запишу. Почему так дорого? Это главный вопрос. Да, вполне. Но на это есть ответы. Понимаешь, нету ответов, наверное, у тех, кто не может обосновать, почему так дорого. Мы можем побеседовать об этом. Пишите, кстати, в ваших комментариях, если вам будет это интересно. Мы составим список вопросов, на всех ответим в подкасте. Руслан, меня постоянно пишут подписчики, говорят, что не используйте вы эти встроенные системы, всю эту хрень полная, потому что если они сломаются, вам потом придется все стены ломать. Это правда или нет? Слушай, честно говоря, там ломаться нечему, при том, что если выбрать правильную фирму, вот здесь фирма Groit, их очень много мы устанавливаем уже спустя, ну, не знаю, сколько лет. Да. Вот эти фирмы, они не подводят. Вот там, по сути, это металлическая штука. Просто, насколько я знаю, все, что может сломаться, можно починить снаружи. Ну, то в целом, да. Там вопрос только в подводке. То есть, если подводка нормально сделана, все, на нее надевается уже система, и все, никаких вопросов. Как и инсталляция, она ремонтируется вся через кнопку. Тоже хотел вопрос задать, потому что у всех какой-то опыт из 90-х, из 2000-х, когда вот какая-то сломанная инсталляция, там, знаешь, какая-то штучка торчит, которую ты сам дергаешь, ее не могут починить. Я говорю, что просто у вас, скорее всего, дешевая какая-то инсталляция Конечно, была. Нет, она ремонтируется все инсталляции с кнопки. По-моему, одна из каких-то фирм там давала гарантию чуть ли не пожизненную, или сколько-то много лет. Если так подходить к этому вопросу, бояться и переживать, точно так же коллекторный узел, его не разобрать, точно так же какие-то соединения внутри стены, когда трубы там куда-то проходят и так далее. Все нормально с ней будет, она будет служить верой и правдой еще долгий-долгий. Тут, наверное, вопрос больше в сантехнике, чем в технике. Поэтому не бойтесь и вообще не парьтесь. Ну и не надо покупать самую дешевую встройку, это тоже может, конечно... Совершенно верно. То есть, если вы экономите на смесителях, но встраиваемые дешевые точно покупать не стоит. Зачем внутри помещения упаковывать провод в гофру для внешней среды? Лишний расход. Ах да, так модно и выглядит круче, это факт. Сам купился, пока профессионалов не послушал. Зачем гофры? Если действительно рассматривать точку зрения ПУЭ, да, и в нем прописано, что, например, определенные провода, которые дополнительную изоляцию имеют, такие как ВВГ, НГ, ЛС, в квартирах можно пускать без гофры. Но рассматривать точку зрения замену провода, перетяжку дополнительного или еще что-то провода в уже зашитых конструкциях, гофра для этого поспособствует. Ну, туннель, по сути, для провода. Туннель для провода, да. Но также как бы для спокойствия клиентов некоторых протягивается все в гофре. Потом, опять же, если сверлить что-то и случайно задеть там провод, чтобы не оплетка провода под саморез попадала, еще что-то, все-таки гофра какую-то там защиту дает дополнительную. Стоит она на самом деле недорого. Там бухта гофры стоит копейки. В целом там на всем ремонте, который бизнес плюс премиум класс, это незначительные деньги. Вот. Но совершенно правильно там про комментарии пишут, что можно прокладывать и без них. А слабо сделать без спотов? Это наверное, меня уже спрашивают. Да не слабо, все же делается под задачу, под заказчика, и многим заказчикам нужен яркий свет, чтобы можно было сделать хорошую уборку, потому что в повседневной жизни не все живут при ярком свете, кто-то вообще им не пользуется. Я, например, дома, я живу при одном торшере и там небольшой закорнизочке, мне это вообще за глаза хватает. Кто-то любит дома яркий свет, но вот споты дают самый яркий засвет пола
в принципе, для уборки это просто идеальное решение. Ну, хочется добавить как раз-таки к отголоску одного из вопросов, который уже звучал ранее, о том, что нужен светодизайн. Вот как раз-таки светодизайн и говорит о том, что нужен спот или нет. Потому что осветить помещение светлым можно правильно направленным потоком светового луча, так сказать, пучком. И если, например, спотом посветить на стенку, от стены засветится большой участок помещения. Так, например, у нас на одном из объектов в дизайн-проекте тоже были споты, ну просто прямо светили. Мы задались вопросом, а что как-то темно в помещении. Пришел человек, который проектировал, в принципе, светодизайн. Он пришел и расставил споты таким образом, что вся комната, вся помещение классно было в свете, хорошо освещалось. Вот, поэтому... Опять же, какой вы хотите эффект добиться? То есть это не секрет. Есть специальные светильники, называются wall-washer'ы. Они раскрашивают стены, то есть у вас получается темный пол и светлые стены, которые как бы озаряют всю остальную комнату. То есть есть просто разные подходы, но здесь довольно классический ремонт, и здесь нужен был светлый, там, деревянный и мраморный пол, поэтому все идет от задачи. Это, мне кажется, так же, как и вопрос, слабо сделать без плитки. Да, можно. Слабо сделать без унитаза. Вот это слабо точно. А без спотов прожить можно. Саш, смотри, здесь щит электрический, он состоит из автоматики. Там, я вижу, вы зашили сейчас его временно. Ну, его, да, арголитом прикрыли. Здесь вот есть специально как бы скотчик такой, чтобы включать, выключать освещение на сегодняшний день. А так он, ну, специально сделал, чтобы туда ни пыль не летела, никакая ни грязь. После того, как мы снимем, ну, идеально ровненький, красиво. Здесь наверху собрана слаботочная система, интернет. Здесь будут у нас сделаны трансформаторы, которые подсветка идет, специальная такая ниша для них. Ну и, собственно говоря, больше здесь рассказать так особого нечего. Если какие-то будут вопросы у нашего зрителя, напоминаем, у нас интерактив. Мы вместе с вами готовим следующий ролик. Пишите ваши вопросы, будем отвечать. Мы очень долго не могли придумать, на самом деле, с заказчиками функционал вот этого уголка, потому что здесь изначально по проекту комната была. Мы хотели здесь какой-то дополнительный туалет сделать, но потом подумали, что слишком много туалетов на квартиру, и просто сделали щит, а здесь будет пуф стоять, чтобы было просто удобно, когда заходишь, чтобы было большое пространство. Просто в семье, на секундочку, 5 детей. 5 детей. И когда вы заходите вот таким детским садом целым, да, то, конечно же, хочется входить в большой холл, чтобы все, ну, как бы, распространились по этому холлу, да, а не в какую-то тесноту. Ну, хочется сказать, что такие какие-то сложные узлы мы прошли. Здесь, в принципе, на сегодняшний день все помещения как будто бы плюс-минус одинаковые. Чтобы увидеть изменения, ну, нужно подождать немножко времени, когда у нас следующий будет выпуск, мы уже увидим в каждом помещении изменения. Мы как раз принесли плинтус скрытого монтажа. Давай покажем его, в принципе, зрителям, тоже, чтобы было понимание. Здесь какая тоненькая полочка идет, вот она в разрезе, вот она. Вот эта вот вещь, которая будет буквально там даже на полмиллиметра вот так вот выступать, вот этой черной полосой, вот это все будет в стене, а сюда будет подходить накладка плинтуса. Защелкиваться. Да, защелкиваться. И вот эта вот черная линия, вот эта вот полоска там в миллиметр, она как раз-таки все, она должна быть по всему периметру. Как я уже говорил, в этой семье очень много детей, и дети растут. Функции комнат меняются. Изначально это большая детская, здесь 2 детские. И обратите внимание, что здесь очень много розеток. Вот они идут просто с каким-то безумным шагом. 1, 2, 3, 4. И в процессе надзора заказчики хотели поднять эти розетки, чтобы они были над тумбами, чтобы ими было удобно пользоваться. Но я напомнил о том, что эта комната изначально планировалась так, что здесь вот есть одна большая кровать, но мы планируем, что эта комната может видоизменяться, то есть кровать может раздваиваться на 2 отдельные кровати, то есть что-то может меняться. Поэтому здесь специально запущены с таким шагом розетки, чтобы они подошли под любую планировку, то есть под любую расстановку мебели. Надо об этом думать, что у вас часто комната не просто что-то такое фиксированное, да, навсегда, а что ее функционал, расположение мебели может меняться. И это все нужно продумывать еще на стадии дизайн-проекта.
Руслан, это большой брат, типа так ты следишь за своими строителями, да, я понимаю? Что это за штука такая? Да нет, это на самом деле светильник малярный, при котором ребята работают. Там даже написано Bluetooth. Они его включают в розетку, направляют на стенку. Ну, за счет этого видят, что они делают. То есть не с маленькой лампочкой в руках и с наждачкой, с этим маляры работают непосредственно машинным способом. Они что шпаклевку наносят, что шлифуют, и при этом свет позволяет видеть, что они делают. Маляр мой говорил, что проверить качество стен можно только либо ночью, либо с заклеенными окнами при искусственном свете. Потому что дневной свет, он как бы скрадывает все неровности, типа ничего не видно. Он говорит, обязательно с фонарем нужно ходить, смотреть. Не всегда. Иногда дневной свет может быть и как и проявочный. То есть нам солнце как-нибудь остро светит, и оно по угол подогреет. Но проверять стены вообще проверяется метр от стены и смотрится. Проявочный свет, он не для приемки работ, а для выполнения работ. Свет, принимается малярной работой при включенном освещении. Там, метр от стены, мы смотрим, насколько качественно это сделано. А проявочный свет мастеру, он действительно закрываются окна, бумага картонная, она клеится на окна для того, чтобы было бы в помещении тепло. Как раз такие разные световые приборы помогают освещать стенку. Освещение подчеркивает, как и линза, как под лупой, то есть мы все мелкие нюансы за счет такого света, мы их видим, они как будто бы увеличиваются вот так вот. И маленькая царапина, она становится как кратер Луны. Я очень пытаюсь простым языком объяснить. И мы видим, что мы делаем. Пыль удаляется, машина шлифуется, и просто меняется там шероховастость наждачки. Если мы возьмем совсем мелкую, мы можем вообще заполировать шлифовку так, что она будет глянцевая, как лед, как стекло. Как зеркало, да. Как зеркало. Но такого тоже не всегда нужно, потому что неправильно может краска сворачиваться, там нюансы свои есть, которые маляры, конечно же, знают. Все чаще складывается впечатление, что вы ролики снимаете в параллельной вселенной. Тут плиточника с днем с огнем не сыщешь, 45 углы делать не найдешь. Причем вопрос цены вторичный. А вы инженерку делаете как на соколе тысячелетия. В какой момент что-то пошло не так? Дальше следующий вопрос. Просто в такой нише работаем, это мой ответ, в такой нише работаем, есть сильно дороже ремонты. Ребята, есть ремонты сильно дороже, сильно дешевле, просто у нас такая ниша. Как правило, цена с качеством не стыкуется. Где искать такие бригады, которые умеют все? Где искать? Есть где. Да нет, друзья, здесь, если вопрос исходит от того, что где искать, где? Обратитесь к нам, я не знаю, как можно еще ответить на этот вопрос. Достаточно немало организаций, которые делают качественный ремонт. Честно скажу, что их и немного, в принципе, да, мы с друг другом общаемся там по всей России, мы плюс-минус друг друга все знаем. Есть просто непонятно, из какого вы города, в каком городе вам нужны качественные работы. В принципе, обращайтесь к нам, мы в большинстве городов организовываем строительные работы и вам можем помочь, если ваш город попадает в наше поле деятельности. И по дизайну, кстати, тоже мы не ограничиваемся Питером, Москвой, мы тоже работаем даже по всему миру, мы, делали реально во всех точках планеты. Сейчас у нас очень хорошо работает связь после ковида, да, то есть все онлайн решения продуманы, и проекты можно делать вообще не привязываясь к никаким границам, все очень легко делается. Мы сейчас во второй детской, что это за разряд молнии? Это вот у тебя ребята так штробы делают, да, прямые? Да. Да нет, на самом деле просто была микротрещина, и маляры расшили ее, заполнили. То есть нельзя просто замазать трещину, да, я понимаю? Ну нет, конечно, надо расшить ее, прогрунтовать, потом ее снова замазать уже, только расшитую. И, повторюсь, у нас здесь все стены пройдены механическим шлифмашиной, автоматизированной. Она уже ровная. Потом уже на ровную стенку наносится шпаклевка. Тонким слоем. Тонким слоем, да, позволяет делать более качественные поверхности к сдаче. Меня на прошлой съемке очень очаровали надписи вот эти на входной двери, где там для чеков, да, для порядка. Сейчас я вижу вот такая надпись «не сгибать», чтобы никто не забыл, что это надо не сгибать, хотя это, по идее, все должны знать. Я хотел бы сделать тебе комплимент за порядок на стройке.
На самом деле это супер важная история, и я понимаю, что он должен быть постоянно. Это то, что просто вот меня бесит. Настройки на производстве везде, это то, что я сразу отмечаю, мне очень нравится. Ну да, не зря же говорят, порядок на столе, порядок в голове. Мы поддерживаем чистоту, порядок, и это говорит, в принципе, о том, что люди дисциплинированы. То есть дисциплина, она важна для выполнения всех работ, регулярности выполнения работ, качества. Люди, ну, это в легкой такой форме дисциплины. Не, ну это твой дом, да, и у тебя дома кто-то свинячит, это же ужасно. Да? Ведь люди, есть, которые прям нервно воспринимают такие вещи. Кому-то как бы и все равно, кому-то прям сильно не все равно. Поэтому порядок, чистота – залог успеха. Руслан, давай все-таки подытожим главный вопрос. Сколько сейчас стоит черновой этап ремонта квартиры? Во сколько он обычно обходится? Ну, вообще черновой этап – это 22-28 тысяч рублей. В это может войти инженерная работа, электрика, сантехника, там, штукатуривание, демонтаж стен, возведение там, каркас перегородок, также потолков, зашивка. Все в зависимости от сложности и насыщенности проекта. Ну, то есть подготовка объекта к чистоте стоит вот 22-28? Ну, примерно так, примерно так. Друзья, как мы раньше говорили, напишите под этим видео все ваши вопросы, все ваши замечания, комментарии. Мы обязательно постараемся на все ответить, а в следующий выпуск, в следующий обзор этой квартиры попадут все самые интересные. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Работайте с профессионалами, хороших вам ремонтов. Подписывайтесь на все наши социальные сети для вашего вдохновения. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.